Привет, меня зовут Ева Муха, и сегодня я расскажу вам о том, что же за фильм предстоит нам снять. Этот фильм мы решили снимать очень спонтанно, прямо очень спонтанно. Лето 2018 года, середина июля, нам нечем заняться с сестрой. Есть сценарий, точнее идея для сценария, почему бы не начать писать сам сценарий. Начали писать сценарий, думали, что это будет просто шалость, просто игра, первая проба и так далее. Мы никогда ничем таким не занимались. Кстати, да, забыла сказать, у нас есть свой продакшн по фотографии и видеографии. Я сама видеограф. Приятно познакомиться. Так вот, UM Production — это наш продакшн, и с помощью него мы можем организовать и воплотить в жизнь какие-то интересные задумки и идеи. Для нашего портфолио было бы очень круто иметь полнометражный фильм, да даже короткометражный. Почему полный метр? Потому что захотелось. Короткий метр — это специфичная вещь и очень тяжелая в том, чтобы ее снять правильно, донести до зрителя все, что ты хотел сказать за каких-то 30 минут, а то и меньше. К сожалению или к счастью, мы решили снять полный метр. Причем только сейчас я понимаю то, во что мы ввязались. Мы решили взять не короткометражный фильм, а полный метр. И мы решили взять не какой-то там детектив, роман, драму и так далее, а фэнтези. Почему фэнтези? Фэнтези в России, да и вообще во всем мире, это такая тяжелая вещь. Большой бюджет, тяжело снимать, тяжело написать годный сценарий. И еще не факт, что этот сценарий и вообще сам фильм понравится зрителям. А если зрителям не понравится, то твоя студия обречена просто на крупнейший провал. И поэтому студии, снимающие что-то подобное, они очень сильно рискуют, они очень сильно переживают за этот фильм, если они уж начали его снимать. И часто такие проекты просто не заканчиваются или даже не начинаются. Посидев немного, подумав, сейчас уже, когда ты немного поднапитался этим, спустя 2 месяца, я решила то, что все-таки нужно этим заняться. Как бы это тяжело не было, и получится это или нет, но этим нужно заняться, и нужно это доделать. Я поставила себе срок до конца этого года, и срок на то, чтобы снять все, что на улице, до конца октября, так как дальше будет очень холодно, и пойдет снег, и картинка будет уже немножко иная. А сейчас расскажу вам о Вселенной. Эта Вселенная, она немного тяжела для восприятия, и нужно уже довольно глубоко в нее углубиться, тавтология, чтобы понять. Дело в том, что с чего все начинается, мне всегда очень интересно рассказывать это людям, потому что я постепенно смотрю на их лица и понимаю, что они, будь у них возможность, сейчас бы это все перемотали и еще раз прослушали, но вряд ли бы что-то поняли. У каждого из нас есть фантазия, у каждого из нас вот тут вот что-то есть, что дает нам такую возможность придумать свой мир, своих персонажей, свою какую-то жизнь идеальную, может быть, какие-то предметы и так далее. Эта фантазия, она способна на многое. И я ее очень сильно... Я забыла слово. Я сейчас найду это слово. Подождите, пожалуйста. Точно! Вспомнила. А о чем я говорила? Все, что я говорила сейчас о фантазии, все это я очень сильно гиперболизировала. Все планеты, как в нашей Солнечной системе, только их немного больше. Очень-очень много больше. Все эти планеты — это головы. Вот голова наша, да, вот так отрезаете, и вот тут все, что тут, это как бы вот основание головы, тут вот центр, мозг, да, а которая верхушка мозга, это как бы как равнина. Вот говорят, плоская земля у нас, да, вот то же самое, это плоская земля. Она не круглая, не шарообразная, это просто плоская земля. Голова — это тоже живое, то есть наша планета, она живая, и голова — это тоже что-то живое.
И она смогла сама придумать, каждая голова может сама придумать любого персонажа, а может и не одного, может нескольких. Она может придумать свою флору, фауну и так далее. Она может придумать все что угодно. И это не ограничено какими-то временными рамками. Это может быть и средневековье наше, может и будущее быть, может вообще что-то параллельное, фантастическое быть. Это никак почти не связано с нашим миром, за исключением того, что это головы. Между головами есть пространство-переход. А персонажи, которых придумает голова, они могут спокойно проходить между несколькими головами через пространство-переход. Это антипустота. Голова живая, и она может сама придумать персонажей. Собственно, персонаж тоже живой, и он живет столько же, сколько живет голова. А голова живет где-то около 100 лет. Ну, в общем, как мы с вами, все у всех абсолютно по-разному. Кстати, сразу оговорюсь, что персонажи и вообще все кто населяют весь этот мир, они состоят не из крови, плоти и так далее, а из файлов. То есть у них под кожей есть файлы, сгусток энергии, сгусток файлов, которые можно удалить. То есть просто так убить нельзя никого. Можно только удалить файлы или, как это сказать, высосать, забрать у них и так далее. Допустим, если голова за всю свою жизнь, может короткую, может уже длинную, не обладает фантазией и не хочет ей обладать, и придумала всего одного персонажа. Представьте себе целую планету для одного персонажа. Это не особо выгодно, не особо удобно, и не каждой голове захочется заботиться об этом персонаже. И чаще всего так происходит, что голова, в силу того, что ей просто скучно и ей нечего делать, она может поменять свою жизнь как головы на жизнь как путешественника. Голова перестает быть головой. То есть все. Вот была равнина, не стало равнины. Две антипустоты, которые соединяли близлежащие головы, они просто соединились в одну, и теперь просто там ничего нет. Голова становится персонажем. Заметьте, я сказала не персонаж, а путешественник. Путешественником становится тот, кто обменял свою жизнь как головы на жизнь как персонажа и пошел служить Велигу. Позже объясню, кто это. Та дает часы. Наручные, карманные, любые часы, которые можно носить с собой, и с помощью которых путешественник может перемещаться среди голов. Я устала держать спину. Больно. Велигу дает часы перемещения путешественнику для того, чтобы он смог спокойно перемещаться по головам, а не ходить пешком, ибо это занимает очень много времени. Зачем она это делает? Дело в том, что путешественник работает на Велигу, и чтобы просто, как полиция. То есть полиции же выдаются машины служебные, вот тут также выдаются часы. Но при этом Велигу забирает абсолютно все файлы, которые хранятся у путешественника себе в хранилище, и имеет доступ ко всем 100% файлов каждого. Как это происходит? Если ей что-то не понравилось, если путешественник, если путешественник провинился, что-то не сделал, или нужно от него, в любом случае избавиться, она может спокойно эти файлы взять и удалить. Был путешественник, не стало путешественника. Допустим, персонажей не так. 50% файлов персонажей хранятся также в хранилище Велигу. Но вторые 50% файлов персонажей хранятся на их головах, на которых они появились. Поэтому, если персонаж провинился, его не могут убить, его, скорее всего, ему удаляют половину файлов, и он просто не может выйти за пределы местности, на которой находится. Зачем это нужно? Чтобы путешественник, благодаря своим часам, мог в этот же момент просто переместиться к этому человеку, персонажу и так далее, и забрать его и увезти в коридор. Над всеми головами, над всеми антипустотами есть пространство под названием коридор. Там находятся Велигу, высшие, казармы, путешественники,
костюмы, столовые и так далее. Это просто система ходов, система лестниц и так далее, нескончаемый, бесконечный, там очень много комнат, и это как дворец, замок, который ты не увидишь, но он просто есть. Да кто ж такая, мать его, Велигу? Велигу — это Всевышняя, как мать, прародительница, которая следит за порядком и распоряжается по каким-то мелочам на самом деле. То есть она просто как правительство, но она особо ничего много не решает. Смотрите, в нашем мире, в нашей системе есть такая вещь, как Англия. И в Англии есть парламент, а есть королева. Парламент решает почти все, королева просто есть. Тут то же самое. Тут есть королева, это Велигу, и парламент, это 8 высших, про них чуть позже. Сначала договорю про Велигу. Велигу сменяется раз в 100 лет и сменяется только на женщин. Почему так? Я не знаю. Я первый раз признала то, что я не знаю, как работают некоторые вещи в моем мире, но так заведено. Я не знаю, как работают некоторые вещи и в нашем мире до сих пор. Велигу сменяется раз в 100 лет, и сменяться она может только на свою наследницу, либо же, если наследницы нет по каким-то причинам, либо она может смениться на того, кто просто обладает таким даром среди тысячи, миллионов, миллиардов просто персонажей, путешественников и так далее. И такой может быть 1 на миллиард и так далее, и его тяжело найти. Следовательно, лучше, чтобы Велигу сама делала детей. Когда на престол встает новая Велигу, предыдущая испаряется, исчезает, у нее удаляются все файлы, они обнуляются и передаются следующей. А если Велигу на престоле больше 100 лет, то у нее едет крыша, едет рассудок, из-за того, что ее файлы почти сами начинают удаляться потихоньку, сами разрушаться, и поэтому такого лучше не допускать. Есть 8 высших, я о них говорила чуть раньше. 8 персонажей когда-то сумели найти способ, как убить свои головы, на которых они появились. Они нашли этот способ в далекой древности, и за это они до сих пор расплачиваются как за грех. Они расплачиваются тем, что следят за тем, чтобы Велигу сменялась вовремя. Ну, это как, знаете, я ужасный человек, я расплачиваюсь тем, что живу бессмертной жизнью и вообще в благах цивилизации. Такая себе расплата, больше накручивает на самом деле. Итак, что мы все-таки узнали из этого видео? Есть головы, есть антипустоты, есть коридор, есть персонажи, путешественники, Велигу, высшие. Вроде про всех сказала, да? Ничего не забыла. И, ребята, сейчас финалочку скажу. Это видео было сделано специально для тех, кто собирается, как-то хочет поучаствовать в съемках этого фильма. И вот, слушайте меня внимательно. Я сейчас добавила вас в эту группу, точнее, или вы сами добавились. Вы смотрите это видео и досматриваете его сейчас до конца. И в конце я скажу вот что. На стене в группе будут выпущены посты о том, какие роли свободны и какие параметры для этих ролей мне нужны. Есть эпизодичные роли, есть второстепенные, которые несколько эпизодов, но побольше, короче. Есть массовка. Также я распишу, где нужна массовка, какого плана и так далее. То есть все будет на стене. Обязательно, пожалуйста, чекайте стену. Это будет прям круто, чтобы я каждому не писала и не искала людей. Спасибо за то, что все-таки это посмотрели. Я очень надеюсь, что вам что-то было понятно. Что непонятно, задавайте вопросы в комментариях и пишите мне в личку, но лучше в комментариях, чтобы у других вопросов тоже не возникало. Спасибо большое. Я наконец-то это записала. У меня очень болит спина.